Привет! Разрабатывать электронные устройства, автоматизированные линии, интегрированные системы и проектировать микросхемы я стал не сразу. Когда-то был таким же, как ты. Интернета в те времена не было. Необходимую информацию искал в книгах и общался с инженерами. Чувствовал себя обезьяной, которой рассказывали сложные теоремы на китайском языке. 复习一下，勾股定理呢，大家都知道，是应该说平面几何中最重要的一个定理了，对吧？ Чтобы облегчить ваше понимание, постараюсь при объяснении материала не выражаться электронно-матерными формулами. Все окружающие нас электроприборы требуют электропитания. К стандартной бытовой розетке подведено переменное напряжение. Его величина и частота отличаются в разных странах. Например, на Гаити 110 вольт 60 Гц. В Ливии 127 вольт 50 Гц. В России 230 вольт 50 Гц. Для работы схем требуется не только значительно меньшее напряжение, так еще и постоянное. Для преобразования высокого сетевого переменного напряжения в низкое постоянное необходим блок питания. В больших электронных приборах блок питания расположен внутри корпуса. Для маленьких применяют блок питания в отдельных корпусах. Потому что если, например, зарядку установить внутри смартфона, то пользоваться им, мягко говоря, будет не совсем удобно. В настоящее время большое распространение получили импульсные источники питания. Их основными плюсами являются высокое КПД, высокая мощность при малых габаритах и малый вес. Рассказывать про минусы, не переходя на местный непереводимый диалект, крайне сложно. Пожалуй, опущу этот пункт и перейду к рассказу о простом блоке питания. Подавляющее большинство схем абсолютно не требует стабилизированного напряжения. Достаточно наличия постоянного напряжения определенной величины. Поэтому всякие специализированные стабилизаторы и схемы на транзисторах в данный момент рассматривать не буду. Предположим, вы собрали какую-то схему, рассчитанную на напряжение 12 вольт. А возможно, решили пощелкать реле или запустить миниатюрный двигатель. Сначала необходимо узнать потребляемый ток вашего устройства. Либо найти в справочных данных, либо измерить тестером. Для этого нужно один полюс питания подключить к аккумулятору напрямую, а другой через тестер, предварительно установив режим измерения тока. Без нагрузки мини-компрессор потребляет 160 мА. При создании нагрузки потребление возрастает до 200 мА. Именно это значение и нужно брать в расчет. Потребляемая мощность рассчитывается по следующей формуле. Подставив значение, получаем 2,4 Вт. Для получения надежного блока питания трансформатор желательно нагружать не более 70%. То есть мощность мини-компрессора делим на 70, умножаем на 100 и получаем минимальную мощность трансформатора. Округлив значение в большую сторону, получаем 4 Вт. Из-за некоторых физических свойств электронных компонентов, применяемых в выпрямителе, постоянное напряжение получается выше переменного в 1,41 раза. То есть напряжение на вторичной обмотке трансформатора должно быть около 12 деленное на 1,41 равно 8,5 вольт. Теперь можно смело отправляться в магазин на поиски сетевого трансформатора с мощностью не менее 4 Вт и напряжением на вторичной обмотке 8,5 вольт. Обычно все необходимые параметры указаны на ценнике. Если не удалось найти трансформатор с нужным напряжением, возьмите тот, у которого оно немного выше требуемого и есть возможность добраться до обмоток без разборки. Покажу на примере вот этого трансформатора. Тут каждая катушка намотана отдельно. Первичная катушка
который на 220 вольт, у понижающих трансформаторов всегда имеет меньший диаметр провода, чем вторичные. Это легко определяется визуально. Если обмотки не разделены на две части, как тут, то первичные в большинстве случаев находятся внутри, вторичные снаружи. Также отличить обмотки можно при помощи тестера. Первичные будет иметь гораздо большее сопротивление, чем вторичные. Для доработки трансформатора под свои требования нужно удалить изоляцию вторичной обмотки. Разрезать необходимо так, чтобы острым инструментом не испортить лаковое покрытие провода. Лучше это делать изнутри наружу. После удаления изоляции подключите к первичной обмотке 220 вольт и измерьте напряжение на вторичной. Затем, отключив трансформатор от розетки, отмотайте 10 витков и повторите измерение. Если от первого значения отнять второе и разделить на 10, то получится напряжение одного витка. Отнимаем от текущего напряжения расчетное, делим полученное значение на напряжение одного витка и получаем количество витков, которые нужно отмотать. Это приблизительно. Желательно смотать процентов на 20 меньше, а затем по одному витку постепенно приближаться к значению напряжения, близкому к расчетному. Восстановить изоляцию катушки можно полоской изоленты или бумагой для выпечки. Для получения нужного значения переменного напряжения мне пришлось отмотать 44 витка. Для расчета параметров электронных компонентов выпрямителя можно воспользоваться вот этим или подобным онлайн-калькулятором. Ссылку оставлю в описании под видео. В первой ячейке нужно ввести напряжение вторичной обмотки трансформатора. Во второй – ток потребления подключаемой нагрузки. В третьей – величину пульсаций. От этого значения зависит емкость конденсатора. Для питания двигателя можно указать 10%. После нажатия кнопки «Рассчитать» калькулятор выдает все необходимые параметры. Потребуется 4 диода, выдерживающих постоянный прямой ток не менее 0,29 ампера и обратное напряжение не менее 19 вольт. Также нужен электролитический полярный конденсатор емкостью больше 534 микрофарада на напряжение более 15 вольт. С подбором диодов для маломощного источника питания можно не заморачиваться. Возьмите копеечные 1N4007 и спаяйте их по этой схеме. Полоска на корпусе означает минус диода. Еще проще использовать подобный диодный мост. Тут сразу подписано, куда подключать вторичную обмотку трансформатора и откуда брать плюс с минусом. Конденсатор припаивается вот к этим ножкам. К минусу вывод конденсатора расположенный рядом с широкой вертикальной полосой на корпусе. Блок питания готов. Даже компрессор припаял. Испытаем? Ура! Заработало! Уверяю вас, такие простые блоки питания подходят не только для моторчиков. Вот мощный советский усилитель высшего класса. Немногие бытовые зарубежные изделия могут поспорить с ним в качестве звучания. Вот трансформатор, вот диоды, вот конденсаторы. То есть абсолютно такая же схема. Работает десятилетиями и не выгорает, как импульсники. Аппарат принесли для замены конденсаторов на новые. У родных электролит подсох. Ну, как говорится, спасибо за внимание. Надеюсь, информация для вас будет полезной. Ты заходи, если что. Лайк, подписка и незлобная записка на ваше усмотрение. Репост тоже приветствуется. Желаю вам крепкого здоровья.